Девушки, здравствуйте. Я вас сразу прошу прощения за долгое отсутствие, поскольку я болею. Болею еще до сих пор, но мы сейчас не будем об этом. Сразу для вас у меня объявление. Я переезжаю на новый YouTube канал, и на данный момент он для меня сейчас представляет больший интерес, нежели этот канал. На этом канале я буду иногда что-то показывать. Но для тех, кто не на каждое видео заходит, чтобы не терялись тоже, я что-то буду здесь показывать и говорить. Мастер-класс будет там. И не забудьте подписаться в телеграм-канал, где делюсь схемами, где у нас девушки общаются, чат открытый. Я знаю, что не у всех чат открытый, где-то нельзя писать комментарии. У нас в чате можно писать комментарии. Обязательно заходите в закрепленные сообщения, это наверху в правом верхнем углу, и знакомьтесь. Там много схем, много разных идей. Периодически туда что-то кидаю. Итак, давайте начну с раннего. У меня есть 2 готовые работы и какие-то процессы. Да, это еще не все. Так, начну, как бы сказал поэт, с раннего. Самое первое, что давно я начала вязать, это вот такой джемпер. Значит, последнее, что я сделала, это, значит, довязала, оформила пройму, скос плеча, и обработала горловину, и позавчера я его постирала. Вот. Теперь, значит, что мне осталось? Рукава довязать и низ изделия. С узором я вас знакомила. У меня узор на 7 петлях, который асимметричный. У нас есть на канале из 9 петель и из 7 петель. У меня из 7 петель. Здесь, я думаю, смотрите, такой рельефный край. Я думаю, что вот здесь нужны будут укороченные ряды чуть-чуть. Ну, здесь тоже резинка 2 на 2. Кстати, мне очень понравилась резинка 2 на 2. Да, еще есть, смотрите, какие мысли. В общем, осталось довязать рукава. Кстати, это буретный шелк. Я не буду говорить артикул, поскольку артикул очень хороший, пряжа хорошая. Но была одна неприятность, которую при вот таких обстоятельствах я бы не хотела рекомендовать именно этот магазин, интернет-магазин. Сразу скажу, что это не Cozy Wool, поскольку я очень часто в последних роликах упоминала интернет-магазин Cozy Wool. А по поводу вот этого интернет-магазина, возможно, это у меня так получилось, возможно, это у меня так попалось. Как бы я допускаю, что это единичный случай. Но, тем не менее, предостеречь вас я обязана, как бы и молчать не могу. Ну и говорить мне тоже о плохом не хочется. Поэтому это хороший и артикул, и производитель, да. Здесь буретный шелк, и в составе немного яка и немножко, так, не помню, что еще немножко. Ну, у нас, как правило, есть бурет в чистом виде, есть мериносовые составы, есть с яком составы. Кстати, вот сейчас я еще о красной буду говорить вам. Вот этот буретный шелк из красного цвета, да, ну, алый. Вообще он меланжевый. Абсолютно гладкий, что не характерно для буретного шелка, да. А вот составы, где меринос, як присутствует, у них есть вот эти вот вкрапления. Но вот у меня в данном артикуле, если посмотреть близко, то вот эти вкрапления, их очень-очень мало. Тоже практически гладкая пряжа. Пряжа очень понравилась. Вот прям маленькие. Я бы не сказала, вот смотрите, у меня это изделие уже полуизделие, потому что оно все-таки не довязано. Оно у меня 2 раза стирано, значит, до подрезов я всегда стираю. Мне нужно понять итоговую плотность, да, чтобы дальше продолжить делать расчеты. И уже вот сейчас мне надо было с горловиной постирать и посмотреть пройму. Так, и вот, что хочу сказать, после 2 стирок, ну вот ниже опустимся, где точно 2 стирки было, вот эти вот характерные для буретного шелка пупрышки, такие катышки, как бы, да, их нету. Ну вот какая-то маленькая такая попалась. Прям вот совсем-совсем незначительно. Артикул очень хороший, потому что бывают такие прям очень явные такие вот эти вкрапления, которые многие не любят, да, перфекционисты, они у нас не любят такие. Я наоборот, мне эффект вот этот вот очень нравится. Ну и в принципе из-за того, что состав такой, да, что буретный шелк, он очень полезен для здоровья, аллергикам и так далее. Я не буду о нем тут распыляться говорить, поскольку многие уже знают о всех его полезных и лечебных свойствах. Какие у меня мысли есть? Я посмотрю на остаток
Мне кажется, у меня там приличный остаток. У меня сейчас весы далековато. Я позже вам, значит, скажу, сколько... Я чувствую, что вот это все очень легенькое. Если я обработаю как жилет и посмотрю остатки, сколько у меня что, то, возможно, я еще что-то второе. То есть разделю, да, у меня будет и жилет, и что-то еще я свяжу. Ну, в общем, есть такие мысли, поэтому пока у меня голова, я болела, не сильно соображала, я вот это все дело отставила. Это из самого раннего, что я вязала. Дальше. Вот эти две вещи, это уже готовые работы. Я довязала. Вязала я их одновременно, и у меня был распуск и там, и сям. Вот это я связала до подрезов, постирала, как обычно я делаю. Вошла в круг, все, подрез оформила и постирала, чтобы опять-таки посмотреть итоговую плотность. И положила я вот в такую коробочку, корзиночка связана из шнура. Значит, положила, и кошка у меня, она у меня шалит с клубками, но она у меня на тот момент, как сказать, кота просила, она у нас девочка, она на улицу не ходит. Вот. И когда она в таком состоянии, она абсолютно равнодушна к моим клубочкам. И я вот так вот это все сложила на спицах, значит, сложила и положила. Ночью она у меня гоняла, я ей кричу: хватит, 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 успокойся. Думаю, чего она гоняется так? Утром встаю, я своим глазам не поверила. У меня здесь было столько зацепок, это просто вот так вот она все. Представляете, кошка вот с этими когтями со своими, потому что мы ей не стригем, она не дается. Она у нас очень строптивая, характерная, не дается. Ее надо держать семеро, чтобы постричь ей ногти, когти. Вот. Поэтому вот это все было в зацепках, а здесь хлопок с вискозой. О боже, я тогда 3 дня на себя обижалась, 3 дня на кошку обижалась, но потом подумала, ну что, надо делать, надо восстанавливать. А у меня уже была обработана горловина. Я, когда вхожу в подрезы, сразу обрабатываю горловину, даже перед подрезами. Ну, где-то клубочек закончился, да, в процессе до подрезов. Начиная новый, обрабатываю горловину, потом продолжаю дальше. Ну что, хорошо, что записи сохранились, я прям по тем же записям. Конечно, мы так не любим, да, уже когда пережили этот процесс практически, ничего осталось низ довязать по прямой и рукава там оформить. Ну, посидела, подумала, неделька прошла, ну что, беру вот это все, распускаю все, и у меня осталось вот так вот, наверное, 4 вот этих вот дырочки у меня осталось, и я все заново, получается. Ну, только горловина у меня была оформлена. Значит, по этой вещи я прям следующим роликом. Да, и, кстати, мне на новый канал нужны сейчас 15-минутные ролики несколько. Вот все, что будет умещаться в 15-минутный ролик, я буду туда публиковать. А длинный, наверное, пока сюда. Ну, в общем, в любом случае я вам дам знать. Ссылки, значит, все будут в описании. И на новый YouTube-канал, который называется «Вязание с Анастасией Максимовой». Значит, по этой вещи, и, кстати, вставлю вам, когда я получила пряжу, прям кусочек. Я сама недавно пересматривала, прям сама хохотала. Дело в том, что у этого артикула очень-очень богатая палитра. И когда на эту палитру смотришь, ну, никак рука не поднимается выбрать какой-то цвет, там, светлый какой-то нюдовый, да, поэтому там такие краски, вот там несколько зеленых, у меня голубая ель. И я все... И дело в том, что там не стоят названия, но у другого артикула этой же марки тоже есть артикул один именно... И у них палитра похожа, схожи очень. И поэтому я ориентировалась по той палитре. Ну, в общем, чтобы вас не запутывать, сейчас вкратце объясню. В общем, я сравнивала, просто скриншоты делала и думаю, угадаю я или не угадаю. Там 2 ярко-зеленых было. И все-таки я угадала. И когда я открывала посылку, я вам покажу, как я радовалась, что я именно угадала с этим цветом. И я ВКонтакте видела девушку, значит, там на ней было связано крючком, причем очень-очень простой узор. Вот жаль, что лето, как говорится, закончилось, но еще бабье лето. Ну, понимаю, что еще там бархатный сезон, что ездят на юга сейчас, да, там отдыхать куда-то. Поэтому эту кофточку можно все равно и сейчас связать, и можно и из этой пряжи, как тунику, как кофточку, как платье, кто что захочет, да. Можно из другой, из теплой пряжи попробовать, с мохером, вот эти крупные дырочки, они все равно будут. И посмотрите, я попробовала ее в крючке, это просто вообще
Это что-то необыкновенное. Ну, хороша, конечно, пряжа. Я не стала вязать крючком, поскольку я не такой большой профессионал в крючке. И я понимала, что я ее, ну, как бы долго буду вязать, да. На самом деле у меня и со спицами-то получилось долго. Но из-за того, что у меня кошка как бы, плюс еще болела. Ну, в общем, как-то вот долго все получилось. Но, тем не менее, много вопросов по ней, поэтому ближайший ролик это вот будет по вот этой кофточке. Далее, буретный шелк. Ну, это любовь любовная. Вы удивитесь, какой здесь расход. Тоже ее перевязывала. У меня здесь была, короче, центральных 3 петли были провязанные, лицевые петли, провязанные через ряд. То есть в одном ряду я их переснимаю, не провязывая, и получался здесь такой кантик. Он мне здесь нужен был для того, что когда я вязала поворотными рядами, и мне нужно было потом соединиться в круг, то вот этот узор, я выбрала такой узор, здесь просто чередование лицевой и изнаночной, и второй ряд четный, просто лицевые петли. Ну, он из ряда вафельных, наверное, узоров, или еще его называют, по-моему, жемчужная резинка, что ли. Ну, что-то такое. Неважно. Вот. И для того, чтобы войти в круг, у меня здесь получается, что не совпадает. Либо надо обрезать нить. Нить я не хотела обрезать, поэтому придумала вот эту вот штучку. И она у меня дала мне столько укороченных рядов. У меня были бесконечные вот эти ряды укороченные. Я постоянно перекидывала на 2 большие спицы. И вот эти укороченных рядов у меня почему-то было просто море. Укороченные ряды в технике реглан-погон, как видите, я вязала, они нужны. Ну, как я считаю, я ранее говорила, года 2 или 3 назад, они нужны в рукаве. Вот в рукаве, когда я убрала, короче, вот эту вот дорожку, у меня сразу никаких укороченных рядов здесь не стало. Вот этих миллионных, которых прям вот я замучилась этими укороченными рядами, постоянно перекидывать на спицы, постоянно смотреть, в какой я сейчас нахожусь ситуации, где мне чего, какой край выравнивать, и это что-то с чем-то. Вот в рукаве, да, здесь есть укороченные ряды, они технически нужны просто, даже если вы вяжете лицевой гладью. Почему я выбрала такой узор? В лицевой глади, если бы я разворачивалась, а у меня здесь укороченные ряды по горловине, потом еще где, ну вот в рукаве было, ну их не видно здесь. Поэтому я их делала в изнаночной дорожке. Если я вязала лицевой гладью, то все вот эти развороты, которые я делала, они были бы видны, а вот в таком узоре не видны. Вообще в идеале из вот такого прям гладкого буретного шелка, смотрите, я вам сейчас покажу ниточку. Смотрите, она абсолютно гладкая. Вот опять-таки для перфекционистов, да, те, кто прям боятся вот этих вот всяких плюшечек, вот этих, как их назвать-то. Вот здесь это в чистом виде буретный шелк без примеси, вот он гладкий. Если бы я вязала лицевую гладь, это была бы просто лицевая гладь. Единственное, вот на буретном шелке, да, вот в чистом виде, так же, как и на хлопке, видны вот эти все развороты. Потом, смотрите, по погону я люблю, кто со мной давно знают, пускаю изнаночную дорожку обычно, и из-под нее идут прибавки. Вот эта дорожка такая прям некрасивая была, поэтому потом я прошлась просто крючочком тамбурным швом, вот по всей вот регланной линии. Вот просто по кругу прошлась. И все равно, видите, вот видно. Поэтому все-таки надо было вязать снизу. То есть обычную прямую модель какую-нибудь. Хотите с ажуром, хотите без ажура. Довязали до пройм, сделали скос проймы, скос плеча, горловину, и все. Можно любые узоры накладывать. Но я хотела не прозрачное и хотела вязать сверху, потому что соскучилась по вязанию сверху. Ну, в общем, все равно я очень довольна то, что получилось. По низу у меня немножечко ашила, от подрезов я пошла. Немножечко, видите, выделила не одну, как я обычно делаю, одну центральную изнаночную выделяю. Я выделила 2 дорожки изнаночных и немножечко ашила через 15 рядов. И смотрите, спинку я сделала ниже и округлила.
И такая у меня классная штукенция получилась. Я такая прям вообще мега довольная. Просто вообще суперовская вещь. И еще удивительно, я раньше носила такого оттенка коралловые, такие лососевые оттенки. По цветотипу, да, по типажу они мне подходят. Потом в последнее время как-то я воздерживалась от таких ярких оттенков. Но вот сейчас, когда Наташа, это пряжа от Натальи Фадеенко, канал ее называется «Вязание как искусство» с Натальей Фадеенко. На ютубе можете пройти, зайти к ней, там же у нее будут все ссылки на ее телеграм-канал, магазин у нее. Там есть и наличие, и болталка, поэтому присоединяйтесь. Вот, когда мне Наташа прислала, я такая немножко удивилась, думаю, ой-ой-ой, неужели мне такая яркая вещь будет? И сейчас я так довольна. И, кстати, смотрите, расход у меня 340 грамм, у меня было 400 грамм. Вот такие пасмы, они по 50 грамм. Вот это, значит, 100 грамм. Вот это я перематывала, но не пригодилось, 50 грамм. И вот здесь вот 13 грамм. То есть 160 грамм. Наталья на себе показывала майку 150 грамм. То есть мне еще на майку хватит. И вот такой еще кусочек я не выкидываю, потому что однажды у меня была такая история, когда я распускала образец, чтобы закрыть изделие. Поэтому вот такой хвостик я сейчас вот сюда вот подпишу. Уже подписала 159 грамм у меня. Ну, это я округлила 160. И вот так вот уберу. Вообще, прям сейчас желание есть прям что-нибудь связать. Но я переживаю. Я на Наташу смотрю, буретная футболка, у нее 150 грамм на ней, а мы с ней одинаковые по фигуре и по росту. И получается, что у меня без рукавов получится. Я без рукавов не ношу, после 45 лет не загорают. Я не загораю, поэтому хочу, чтобы у меня плечи были закрыты. Вот думаю, смиксовать это какая-то пошлость, да, такую пряжу с чем-то миксовать, ну как-то вот мне вообще не хочется. А тот буретный шелк, который у меня молочного цвета, ну белый он белый, не кипельно белый, но белый, он сюда по фактуре не подходит, он с яком. И, кстати, почему считают, что бурет носят только летом? Во-первых, вот у меня состав там немножко яка есть. Это теплый состав. Даже в чистом виде бурет носят и зимой, и летом. Если вы работаете в офисе, пожалуйста, свяжите себе маечку с рукавами и, пожалуйста, сидите в офисе. Очень я довольна. Да, кстати, по поводу вещей, которые я отправляла я всем почтой. Кто помнит ролик, там отдаю свои вещи. Я отправляла почтой. Все пожелали почтой. В телеграм-канале все девочки есть. Елена с Москвы получила чайку недовязанную. И я ей положила только в другом цвете вот такую вискозу. Итальянскую вискозу бобинную в песочном цвете. У меня болотный цвет и песочный с золотом. Я ей положила... У меня майка, туника связана есть на канале из такого цвета. 280 грамм, по-моему, расхода, я ей положила 350. Потом другие кофточки уехали в Рязанскую область Ирине. И еще одной Ирине, вот не помню, какая область. Девочки, не хочу сюда публиковать. Может быть, люди против, чтобы их озвучивали или показывали фотографии. Поэтому, кому интересно, проходите в телеграм-канал. Можете там все узнать. Чуть не забыла за вот этот процесс. Это тоже из раннего, потому что начинала его вязать уже очень давно. После черного кардигана, наверное. Те, кто в курсе, те в курсе. Те, кто не в курсе, не вникайте. Итак, у меня было провязано 2 раппорта и брошено. Причем даже постирано. Потом я обнаруживаю, значит, после стирки, когда все выровнялось, на расстоянии... У меня было набрано набросовой нити. Я думала, отрегулирую потом длину изделия за счет резинки. И, значит, я на расстоянии раппорта, где-то на высоте раппорта, вижу ошибку. Когда у меня все выровнено, да, что я делаю? Думаю, ну, сам Бог велел, судьба просто. Я распускаю все это дело и думаю, и тогда прям с нуля под камеру. И уже тогда я начала вязать его под камеру. Перемотала моток, то есть в другую сторону. У меня вот такой получился моток, потому что пряжа все-таки довольно толстенькая. Кто не знает, о чем речь, зайдите на видео. Я оставлю ссылочку тоже.
обзор пряжи от магазина Cozy Wool. Там на черный кардиган у меня была пряжа. Вот я перематывала же. Артикул Атоны, 70 хлопок, 20 акрил, бежево-золотой. И метраж 180 метров на 100 грамм. Можно брать ниточку 200-метровую, 220 метров. Смотрите, я прям под камеру потом писала. Здесь резинка. Номер спиц 1, да, допустим, 3,5, по-моему. Дальше, нет, резинка вязала 4. Перешла потом немножко вот так 4 провязала и ушла на 4,5 несколько рядов и на 5. То есть основное полотно 5 вязано, не включая наборный край, здесь фабричный. Вот это я все записывала. Здесь количество петель на резинке гораздо больше, ну, значительно, скажем так, больше, чем в полотне в самом. И я вот эти все убавки прям с вами все в кадре. Каждый аэропорт отделен раздельно, и вместе с вами все вот эти убавки делала. Только нет фабричного набора. Далее делим спинку на 2, делим спинку, в смысле, отделяем от переда, делаем подрезы вместе и делаем скос проймы. И вот скос проймы сделан. Теперь нужен скос плеча и углубление горловины. Вот эту я еще не записывала. И попробуйте вы мне только потом не свяжите, поскольку я вплоть аж от резинки, как сделать убавки. Хотя там много ума не надо, но тем не менее у нас любят, чтобы мы все разжевывали, да. Я думаю, что и начинающий, внимательный новичок, скажем так, справится вполне, потому что я показываю каждый ряд. Просто каждый ряд, как мы делаем что прибавки и как мы вписываем узор. Поэтому не связать это только, наверное, ленивый не свяжет. То есть я для вас постаралась, а вы уж постарайтесь тоже повязать. Я думаю, этот кардиган, точнее, этот узор многих зацепил. И я думаю, что хорошо так сложилось, что обнаружила я ошибку вот эту. И теперь я, конечно же... Ну, поэтому мне пришлось перевязывать, да, и я уже решила тогда под камеру. Прямо от А до Я, что называется. И теперь я уже, конечно, провязываю ряд и аж все проглядываю, просматриваю. Вот. Ну, в общем, сейчас я его буду продолжать. И еще я увлеклась носками. Сейчас буду показывать. В прошлом году я вязала носки, вот такие я показывала. На некоторых каналах есть фабричный край. Вот такой вот, когда выворачиваешь петлю, вот эту вот проворачиваешь, и якобы она встает как фабричный край. Ну, никакого, во-первых, жесткий край, поэтому, видите, пряжа фалдит, вернее, край фалдит. Никакого она ни внешне, ни вот по ощущениям, ничего общего с фабричным краем оно не имеет. Это обычные носки, я не помню, какая пряжа, мне кажется, Vita Brilliant. Секционка и обычные. Девочки, которые понимают в носках, мои вязальные подружки, они сказали: Настя, это пряжа холодная. Но, тем не менее, я еще их не испытывала. Я их вязала в том году для себя в ботинки к лыжам. Ну, попробуем. Нет, так нет, значит, дом буду просто ходить. Они прям четко по ноге связаны по старинке. Я люблю вот такую вот двойную, не двойную, а на пятку пускать резинку. И, ну что здесь? Все обычно, короче. Люблю, чтобы было по ноге, поэтому здесь тоже резинка прям до самой пятки. Ну, а здесь уже лицевая гладь. Они на мне прям идеальны, это прям мой размерчик. И увлеклась я носками, девушки. Сейчас я вам покажу. Значит, Наталья мне дарила вот такую пряжу. Я связала вот такие носочки, у меня еще остаток есть. Это пряжа Wool Time ручного окрашивания. Здесь я попробовала пятку. Мне Юля, моя вязальная подруга с канала Клубок Желаний, подсказала пятку. Как она называется? Подкова. Ну, ее кто как называет. Да, мне понравилось, но я сюда вносила свои корректировочки, конечно. Все выполнено. Единственное, поленилась закрыть иглой, да, потому что вот эти места как раз-таки протираются. Я закрыла как шапку звездочкой, вот так вот. Как я шапки закрываю, так и закрыла мысок. Вообще это не очень правильно, мне кажется, все-таки надо петля в петлю сшивать. Я их связала на свою ногу, поскольку пряжа для меня незнакомая. У мамы такая же нога, но пошире.
И ей они лучше. Я ей говорю: мам, это тебе будет подарок. Она говорит: да ну, такие красивые, куда я буду ходить? Я говорю: куда? На праздники прям будешь ходить в них. Ну, посмеялись с ней. Я говорю: ну, дома будешь ходить. Вот мало ли, ноги у нас зимой бывает холодно. Потому что полы теплые так и не подключили. Сделали, а не подключили. В другой квартире, предыдущей, мы прям ходили босиком, потому что зимой и летом всегда теплые полы были. А здесь вот так и не подключили. Так, теперь вот такая пряжа. Я здесь прямо сейчас здесь все скрываю от вас, поскольку я буду писать мастер-класс по пятке, которую как бы любят, но не любят. Вот сейчас не буду забегать вперед, останется сюрпризом. Я нашла ей, как ее связать, во-первых, без всяких сложностей, и во-вторых, ей надо было добавить кое-что, чтобы была посадка нормальная. Просто у нас, как все вязальщицы, они вот такое ощущение, вообще это, я всегда считала, что это думающий народ. Ну и считаю так. У нас как-то так всегда получается, что все друг друга перекатывают, просто тупо перекатывают. Никто ни о чем не думает, не задумывается. Поэтому я немножко пошевелила мозгами, и у меня получилось замечательные штучки. Так, вот это я буду уже публиковать на новом канале. Так, теперь еще. Значит, Наталья Фадеенко также мне дарила вот такую пряжу ручного окрашивания. Называется она цвет колибри. Посмотрите, какой классный цвет и как она раскладывается. Это уже мужские носки. Ну, пока все такое некрасивое, вы понимаете, да? Кто вяжет носки, не знают, поскольку мы здесь добираем петельки, вот это все не разравнено, не выровнено. И просто зашла, купила темненький моточек Alize. Вот это вот Alize Superwash Comfort. Просто в ближайшем магазине купила. Здесь просто лицевая гладь, одинаковое количество петель. У меня у двух детей ноги одинакового размера. Единственное, я не уверена, полнота может быть разная. Поэтому вот так вот вяжу, чтобы поймать одного и померить на него и закончить носки. Так, и что мне еще? Да, и еще нашла у себя в закромах. Девочки, я недавно посмотрела, сколько стоит пряжа опал. У меня вот один моточек перемотанный есть. Я обалдела, я просто была в ужасе. 1500, что действительно, вот такие стали цены. Вот у меня один моточек, я потому что много пряжи отдала маме, она вяжет носки, сами понимаете, куда. Она вяжет их круглый год, и вот этот моточек я у нее как-то отобрала. Потому что у нее так достаточно много пряжи, она мне всю пряжу шапочную уже перевела, носочную и так далее. У меня, кстати, носочной пряжи вообще нет. Вот я покупала, чтобы отправить сыну, мне нужно штук 5-6, он у меня живет далеко, в другом регионе. Хочу несколько прям пар связать и отправить. Так, у меня здесь петля, что ли, слетает. Что хочу сказать. Когда я связала из Волтайм, ну да, прикольно. Первый носок долго вязался, поскольку надо было подумать, посчитать там туда-сюда. А второй носок я просто в обед села, учитывая, что вот здесь вот, ну как бы вот этот подворот, там туда-сюда. Просто в обед села, к вечеру он уже был готов. Ну, вяжется просто буквально день, да, получается. Ну, пускай пара, пускай 2 дня, это вот прям за глаза. Вот эти носочки, да, многие мне говорили, ты только попробуй, какой это кайф. Я всегда зарекалась, я всегда говорила, я даже с такой тонкой вязать и не буду. А когда попробовала, реально, реально затянула. Одни носки я уже связала. У меня был неполный моток, тоже Alize Superwash. И отдала соседке мальчику ее. Серый с оранжевым такой цвет, номер не помню. Да, и смотрите, когда вот эти начала вязать, я сначала думала себе и думала, может быть, их разбавить или методом хеликса вязать. Я купила моток еще Артисана. Артисан, пряжа какая-то просто, не знаю, может, у меня с ней так не сложилось. Вот от нее этикетка, она у меня развалилась, я ее перемотала в моток. Когда я начала ей вязать резинку, у меня петли, во-первых, начали плясать во все стороны. У меня рядность вообще отсутствует очень-очень давно. Но с этим Артисан у меня такая рядность, я такого давно у себя не видела, и мне она не понравилась. Ну и потом я так вот пощупала, да, она мне не нравится.
А вот эта пряжа мне нравится. Кстати, преимущество в ручной окрашенной пряже. Можно из нее вязать, там вяжут платки, носки, да, из носочной я имею в виду, бактусы, крючком вяжут. Кстати, из буретного шелка тоже видела изделие крючком у Натальи в телеграм-канале. Обалденно. Вот. И преимущество ее то, что она уже же постирана, и поэтому вот таких вот прям сюрпризов от нее-то и не ждите, да, как от обычной пряжи, когда мы вяжем образец, потом стираем, поскольку пряжа уже выстирана, выполощена. Так что вот такое еще преимущество. Теперь я понимаю девчонок, которые вяжут из пряжи ручного окрашивания. Это всегда эксклюзив. И, конечно же, да, вот из такой тоненькой это просто кайфное полотно. Да, я, кстати, купила вот такие вот спицы, купила аж 3 пары. У меня 20... Так, подождите, вот это, по-моему, 20 сантиметров. Они у меня под камерой очень стучат об стол, а для того, чтобы записывать мастер-классы, я купила на Валбересе вот такие вот, это, по-моему, гамма. Вот такие спицы. Конечно же, мне хотелось обычные, вот такие белые, да, металлические. Ну, там, я не знаю, из чего они сделаны. Ну, вот такие яркие были. И я заказала их 3 пары, и все 3 пары забрала. Единственный недостаток, вот здесь вот есть кармашек, как бы такой, да, а вот здесь вот проходит спайка. И получается, что нужно обрезать, чтобы достать спицы. И в итоге получается такой нефункциональный чехол. Я сначала думала, что он будет такой же, как у спиц. То есть вот здесь вот, да, такая вот как бы. А на самом деле это вот в магазинах просто вешают за вот это колечко. А при покупке вы вот это отрезаете, где спайка. И получаете чехол, который не закрывается. Ну, в общем, 3-ю пару я просто взяла для того, чтобы вдруг потеряется какая-то из спиц. Поскольку они маленькие, 15 сантиметров. Вот эти 20, а эти 15. Мне нужны были покороче для того, чтобы умещались под камеру. Так что, кто хочет, можете такие найти. И на них, кстати, написан размер. У меня 2,5 миллиметра я вяжу, так как я вяжу плотно, но у меня даже видно. Видите, какое полотно хорошее получается. 2,25 я даже, у меня их и нет таких спиц. У меня 2,5-то круговых очень мало. Носочных у меня были, но у мамы. Мама вяжет. Вот, полотно хорошее получается. Поэтому, да, теперь я очень понимаю девчонок, учитывая, сколько стоит пряжа опал и сколько стоит пряжа ручного окрашивания. То есть, получается, даже выгоднее ее приобретать. Поэтому проходите, смотрите, девчонки там вяжут, выкладывают свои работы. Смотрите, выглядит по-разному. Хотя меряю на ребенка, да, они одинаково плотно сидят. А на самом деле, да, выглядит как будто, ну, конечно же, вот эти будут плотнее сидеть. И, ну, это из-за узора, из-за того, что здесь просто резинка 2 на 2. Ну, в общем, увлеклась я. Увлеклась носками. Прям вот теперь хочется... Знаете, я даже сидела здесь, редактировала видео. А сама сидела в это время и просто по прямой вяжу. Их надо держать вот постоянно. У меня, видите, теперь вот такая вот коробочка. И где я в ней вот теперь держу. То одни повяжу, то другие повяжу. А ну как цветотерапия. Хочу такие, хочу сякие. Вот сегодня повяжу. Вот как-то так, девочки. А на этом я вам сегодня говорю до свидания. Всем желаю здоровья и мирного неба.